Зрители, подписчики, добрый день. В общем, ребята, прибежал я сейчас. Тут у нас завод есть этот, по войлоку, по всякой ерунде. Сейчас хочу что сделать. Печку я влупил, получается, поставил печку. Сейчас надо будет вторую кидать. И буду пробовать зашивать это внутри, там где идет ящик. Буду зашивать там, устанавливать там другую, вторую печку, вырезать отверстия. В общем, в кабине сейчас порядок будет, надо будет навести. Там все зашивать, обшивать, автономку лепить. В общем, работы будет хватать. Сейчас покажу, что буду дальше делать. Так, ребята, вот магазинчик. Я уже его показывал. Тут весь всякая ерунда. Войлоки, шмойлоки. Вот. В общем, я беру такой войлок. Он не гниет. Сейчас ширину померяем, чтобы нам узнать, сколько нам надо. Метр. Метр. Сейчас посмотрим. 70. Метр 70, да? Угу. Так. Метр 70. В общем, беру такой, ребят, войлок. Метр 70 у него. По толщине он сантиметр примерно. Вот. И хочу еще взять вот такой тоже. Это внутри в ящиках обшивать. Проклеивать. Пылесборник. Выдувать. Нормально будет. Сейчас будем резать. Резать, пилить, строгать. В общем, разные есть тут. Вот это вот дорогой он вообще. В общем, куча тут разных всяких. В общем, купил я, ребята, блин, целый рулон. Просто труба, блин. В общем, взял где-то ориентировочно 15 квадратов, наверное. Ну, в общем, у меня там дома еще что-то есть. В общем, хватит. 15 квадратов, я думаю, вот так вот. За головой еще взял. Тоже там еще какая-то из ТПшки. Я там не знаю, как они называются. Но я, в общем, визуально так знаю на ощупь, на вид ее. Потому что я брал в этом. Зашел, спросил в магазине. То есть не на магазине, а на авторынке. В общем, эти, блин, есть у нас тут один тигр, блин. Он меня зарядил погонный метр, 1000 рублей, блин. Он с дерева, наверное, упал, блин. В общем, взял я эту ерунду, ребята. Сейчас я скажу. Вот эта фигня, вот ковер лежит этот, да. Сейчас я вам покажу этот весь пучок. В общем, 208 рублей погонный не погонный, квадратный метр. А вот той ерунды я взял. Она что-то 85 рублей по квадрат. При 1,40 м. То есть, вот представьте себе, какая наценка. То есть, если, например, завод продает 85 рублей квадрат, ну, то есть в погонном метре, пускай даже там 1,5 квадрата, да, ну, тупо, примерно. То есть, получается, блин, ну, 150 рублей, образно говоря, погонный метр. А этот мне говорит, штука. Разницу чувствуете? 1000 рублей или 150 рублей метр погонный. Охренеть, блин. Вот жульбаны, блин. Это, то есть, отделывают колонки, ну, поняли, сабвуферы им. Вот я хочу им внутри ящиков сделать. Ну, а вот этим ковром, блин, хочу забабахать обшивку себе. Вот это у меня и будет все утепление. Потом будете смотреть, что я там как дальше делаю. В общем, сейчас переодеваюсь. И полез, ребятки, я, блин. Полез я в кабине порядок надеть. А вот эта длина получается 1,70 м. Ну, в общем, практически на всю 11, блин. Вот. Толщину я вам показывал. В общем, все это дело сейчас выгружаю. Так, что мы мутим дальше? В общем, подкрасил я вот эти крепления, которые на бардачок идут. Я думаю, до завтра высохнут. Ну, в общем, сейчас дальше что покажу. В общем, чуть-чуть в кабине тут подубрал. Вот. Мне сейчас что предстоит сделать?
кабине. Так, в общем, предстоит следующим. Вот сюда я хочу поставить печку жигулевскую с 7-ки. Вот. Воткнуть ее. И потом, значит, сюда ее забабахать. Потом поставить автономку. Здесь надо вырезать 2 отверстия под вот эти вот, ну, то есть поняли, да, под вот эти дышла. И здесь надо воздуховод вырезать, чтобы с кабины тянуло. В общем, работы тут, ребята, хватит. Сейчас вымерял, пойду крепление делать, чтобы эту печку сюда установить. Так, вот и подоконник вход пошел, что я покупал, да. Вот такой кронштейн вырезал, 13 сантиметров длиной. Сейчас пойду примеривать. В общем, пока, ребят, тема такая. Прикрутил я сейчас, установил вот так уголок, ну, профиль, как можно там назвать. В общем, вентилятор этот рабочий. Я брал эту печку-брушку. Ну, хрен его знает, сколько он проработает, как он проработает. Не знаю. В общем, меня посетили такие мысли. Поехал, я купил новый. Потому что уже собирать, так собирать было. Я так думаю, взял на подшипниках. Вот. Потому что, блин, потом туда лазить времени не будет. Так что я сейчас меняю вентилятор, сразу ставлю новый. Дальше буду прикручивать. Ну, в общем, смотрите, ребята, такая вот получается конструкция. Сейчас здесь я уголком закрепил, сверху еще здесь не крепил. В общем, вот так у меня будет в ящике стоять печка. Воздуховоды у меня пойдут на ту сторону. В общем, мне сейчас задача высверлить отверстие там отверстие высверлить, вырезать, чтобы можно было использовать вот эти стаканы. В общем, как это сделать, я еще пока не знаю. В общем, думаем что-нибудь. Вот. Ну, в общем, вот так она будет стоять. Автономка будет стоять под ней. А здесь пойдет отверстие, которое будет сосать воздух из салона. Потому что вот идет забор воздуха. Я крышку эту снял. В общем, такая тема. В общем, сняли печку. Вот такая волшебная отверстие. Что я решил сделать? Сейчас высверливаю эту часть. Напильник в помощь. Напильником обрабатываю до этого диаметра. До вот этого, чтобы потом защелки можно поставить. Под защелки надо будет пропиливать вот здесь, чтобы она защелкивалась. Но это я уже буду делать. Ну, хотя это сейчас можно сделать, потому что обшивка там пойдет под обшивку. Потом, значит, как мне сделать второе отверстие, я не могу перемерить. Я сниму вот эту фигню, вот эту, подставлю с обратной стороны, вставлю и обведу и буду сверлить с обратной стороны. Поняли, да? Так что такая фигня. Значит, как я делаю, смотрите, ребят, вставляю эту фигню в отверстие, чтобы сверло не поломать, на край сверла. И вот так вот. В общем, дальше покажу, что получается. В общем, работа требует творческого подхода. Так вот я высверлил, сейчас кружку надо убрать с кофейком. Хрень надо высадить. Есть контакт. Ну все, теперь напильник в помощь. Да тут херня. И пошел красиво, блин. Видите, блин, как вам показать. Принес напильнички. Один крупный, другой мелкий. Сейчас попробую тем другим. В общем, мне надо сейчас шурануть 2 отверстия. Значит, у меня получается, надо снять будет ту херню с печки.
Два отверстия, значит, в чем прикол этой фигни? Ну уж поняли, это шестерки там, с классики. Она поворачивается, то есть я могу регулировать. Ну, вот она крутится, видите. То есть мне, если мне надо будет, я могу направление вниз сделать. Если надо, я могу так развернуть. Она будет в сторону сюда хренячь в салон. Вот. Хочешь на стенку направляй. Можно вверх сделать. То есть как хочешь. Крути, как тебе удобно. Вот. Вот эти отверстия я забью. Ну, то есть потом зашурую. Они не нужны мне будут. С той стороны бестолковое это отверстие. В общем, с этой стороны у меня все пойдет. Так, беру напильник, пошел. Сейчас чай допью и пошел. На улице, как говорится, не лето, блядь. Как же сука холодно. В общем, я сейчас хочу что сделать. Бахнуть сейчас это отверстие. А потом подсоединить автономку. Может, автономка будет работать. Сейчас сколько. В общем, ребята, я выключаю, потому что вы офигеете от такого звука. Это точно, 100%. В общем, я решил, чтобы вы немножко кайфанули. Кто хочет, может переключить звук. Потому что сейчас будет кому-то. Значит, смотрите. Что-то я этим напильником дрыкнул, полный фонарь. У меня есть вот такой напильник, драчевый. Я думаю, мое детство прошло не зря. Вот такими напильниками ни один самолет мы стерли, блин. На магний. Разрыв пакет. Все, не буду мучить вас. Не буду, ребята, мучить. Фух. Ну, в общем, все. Отверстие готово. Защелкивать не буду. Все совпадает. Вот так вот раз. С той, с другой стороны. Вот. Все, она защелкивается. Просто не хочу я сейчас защелкивать. Сейчас защелкну, потом, блин, будет жопа. Вот, поэтому цирк-то, ребята, не нужен. Все. Огонь. Огонь. Так, теперь мне надо снимать вторую отверстие. Ну, все по старой схеме. Так. Теперь, ребят, что предстоит. Тут я эту херню закончил. Так. Теперь мне надо. Блин, а как же ее выбрать, а? Вот жопа. О-о-о. Надо ж точно попасть, блин. Точно, блин, попасть. Только надо, блин. Хорошо, что технологические отверстия есть, блин. Вот так вот. Бамс. Чтоб косяка не было, блин. Это хрень на резинке. Что делаем? Меряем карандашом. Что можно смещение, смещение получить. Все нормально. Так, теперь такая у нас херня есть. Теперь мы ставим эту срань в центр. И начинает темнеть. И начинает ни хера не видно быть.
Там кто рассказывает, дичь, не дичь. Сидят дома, сопли на палец наматывают. Как это все быстро сделать? Ну как? Как ты ее сделаешь? Быстро. Хера ты ее быстро не сделаешь. Вот так вот оно все и получается, блин. Вот сегодня, блин, уже темнеть начинает, блин. Вот что сегодня, блин, печку перебрал. То сделал, за моторчиком съездил. Прикрутил эту херню. Вот все, день, блядь, ушел. Ну, в общем, дальше вам показывать не буду. Пошел я шуровать, выбивать. Ну, в общем, потом покажу дальше, что там. Как оно сверлится все, блин. Ну, просто посчитайте, сколько тут отверстий, блин. В общем, сейчас я прошелся, сейчас я также выпиляю их. Попробовал сразу делать, нифига не получается. Вот. Все, сделали и тут отверстие. Не стал вас я, ребята, мучить этими распрекрасными звуками. Вот. Все, отверстия готовы. Так, теперь надо проверить, что я напилил, блин. В резину-то она влезет, блин. А то я такой товарищ, блин. Могу что-нибудь напилить, блин. Сейчас посмотрим. Буду вставлять с этой стороны, потому что я один, мне неудобно. Сейчас хочу попробовать одну, вторую вставить, вот эту заглушку, и посмотреть, не профукал ли я расстояние, блин. А то я такой, блин, товарищ, блин. Могу что-нибудь укосячить, блин. Что-то пишет еще, да? Еще не выключил ни хрена, блин. Что-то она пишет. Не выключил я ни хрена. Эту фигню, блин. Камеру, да хер с ней. Так. С камерой самой. Так. Сейчас, ребята, блин. Я уже устал. Блядь, блин, туда-сюда. Туда-сюда. Так. Че, я достану? Хера, блин, тихо. А, на улицу, блин. Сейчас посмотрим. Че тут понапилил, блин. Сейчас как не влезет. Вот тогда будет ха-ха. Так. Стоять. Малого не стал привлекать. Иди, сынок, блин. Чтоб не заболеть, не замерзнуть, блин. Так что, блин. Иди нахер, блин. Так, ребята. Пися в писю, блин. Все, наставилось. Вот так вот она стоит. Ну, понятно, что она будет наоборот. Самое главное, что по размерам не профукал. Вот так вот она. Вот. Все отлично. Все защелкнется, будет ништяк. Так. Теперь, ребята, без вынимачки, блин. Теперь надо что, блин? Теперь на отверстие. Сейчас сюда вырежу под автономку. Ой, под воздухозаборник. Сейчас примерно вырежу. Посмотрю, блин, что там будет. Это уже все нахрен.
страшная, блин. Ну вот, в общем, вырезал я еще вот такое отверстие. Вот, чуть зачистил его. Бахнул, блин. Скажу, помните, я брал решетку? Вот такую. Вот, я брал вот такую, ребят, решеточку. Эта решеточка у меня уже потом в конце, когда отделка пойдет, у меня эта вся фигня будет стоять уже поверх. Вот так. И у меня отсюда будет забор воздуха. Потому что многие, я вот смотрю, допустим, кто-то, многие там устанавливают автономки. Говорит там, вот, елки-палки, блин. Смысл весь в том, что... Сейчас расскажу. В общем, вот автономка не греет, хреново. То есть они ее ставят в ящики, эту автономку. Она сосет воздух. Только откуда она этот воздух берет, вообще непонятно. С ящика, но если там все зашито, воздуха нету. То есть, соответственно, потока свежего воздуха нету, и, соответственно, она ни хрена у них не работает. Я все сделаю, посмотрим потом, все продемонстрирую. Вот, как это все будет у меня. У меня отсюда пойдет свежий воздух, сюда же будет работать печка. Блин, тут вообще куча дрелей, всяких болгарок. Вот. Смысл весь в том, что автономка у меня будет, уже начинает на улице темнеть. Установлена в этой части, она у меня будет стоять под печкой. Значит, многие там рассказывают, что поплавится, уголок, который у меня будет стоять. Ребят, я вам хочу так сказать, если у меня будет стоять автономка, сейчас я положу, блин, царапается, блин. Вот, у меня автономка будет стоять приблизительно вот в этом месте. То есть у меня будет забор воздуха отсюда. Вот. Сейчас я возьму вам рулеточку. Я вам покажу, какая у меня задумка и как, что у меня мысли какие. Сейчас раскрою. Вот смотрите, стоять будет автономка приблизительно в этом месте. Ну, соответственно, понятно, что перевернута, дуплом туда вниз. Это все понятно. На ней будет стоять печка. То есть воздух, что печка, что автономка будет тянуть с салона. То есть этого воздуха будет предостаточно. Также будет воздух уходить туда наверх. То есть, соответственно, циркуляция будет в этом ящике. Ящики этот буду, ребята, утеплять. То есть полностью буду утеплять этот ящик. Вот, обшивать. Уже купил я листы, которые вы видели. Значит, смотрите дальше, что. Мне говорят, вот, пластиковая труба плавится. Я согласен. Да, если ее некоторые товарищи в виде тигра одевают на вот эту автономку. То есть у меня здесь получается. Значит, смотрите, я вам показываю. Ну, приблизительно худо-бедно. Видите, 60. Это еще до автономки не дойдет. То есть у меня будет здесь 70 сантиметров. То есть вот тут в углу уже такого потока не будет. Поняли? Какие у меня мысли. А там мы уже все проверим. То есть у меня здесь получается по расстоянию гофры 70 сантиметров. Ну плюс тут уголок будет стоять. Ну 60, хрен с ним. 60 сантиметров. Весь жар будет оседать в этой гофре. И вот здесь на углу, где гофра будет идти под 90 градусов. Ну это я так думаю. А там посмотрим, что, как, где и как она, вся эта фигня у меня будет выглядеть. То есть вот такие, ребята, у меня мысли. То есть, соответственно, у меня здесь, сейчас я вам дальше покажу. Это вам так, планы на будущее рассказываю. Значит, смотрите, взял я вот такой уголок. Некоторые говорят, ставили. Может и ставили. Если в автономку поставить, я даже не буду говорить, что она сплавится, не сплавится. В общем, я эту фигню ставлю вот в эту часть. Вывожу, поняли? Наверх. То есть у меня воздуховоды пойдет вокруг задней стенки.
Насколько он поплавится, мы посмотрим. Я подсоединю, включу автономку на полную, и мы будем сидеть и ждать, пока она расплавится. И все это мы увидим. Если она расплавится, значит будем предпринимать что-то другое. В общем, все, ребятки. В общем, все, ребята. Я замученный, блин. Весь грязный. Пошел жрать парацетамол. Весь день сегодня на улице, блин. В общем, все это я дело закрываю. Сейчас навожу здесь порядок. И все. В общем, до новых встреч. Пишите комментарии.